Шугари, зрябовать дома. Гладкий мир без волос на эту просторе. Освободись от волос, скинь уже лохмоть. Привет! Вы на канале Шугаринг дома. И с вами я, Юля Рябова. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать колокольчик. Ну а в сегодняшнем видео я буду делать ноги самой себе. Сделаю воском, который тоже мне прислали на распаковку. Сегодня у нас будет еще обзор одной посылочки. Это вот такая посылочка пришла ко мне. Здесь мне прислали воск. Воск называется MyVox. Он тоже идет полимерный, но я бы сказала полуполимерный, потому что здесь содержится натуральный воск. Этот воск вообще частного производителя. Девушка сама производит. Живет она в Сочи, как я поняла. Стоимость у него недорогая. Мы его тоже будем, в принципе, пробовать с вами. Так. Сейчас распакуем. Ну, у нее также есть средства до и после, но она мне прислала только воск. Пока что. Так. Распаковываем. Так. Смотрим. Такой пакетик. Пакетик у нас тоже запаян. Так что здесь максимально краткий обзор. Вот оно, оказывается, что. Я прям в этом пакете воск. Я думала, там еще будет пакет с каким-то этим. И вот положена визитка, получается. Анастасия MyVox. Такая визиточка. Пленочный воск, но состав у него, видите, как бы, да, что здесь есть натуральные воски, то есть его не назовешь прям полимерным, то есть это такой будет полуполимерный воск все-таки. Почему я вообще ее как нашла, эту девушку? Ничем не пахнет, то есть я бы даже сказала чем-то таким пчелиным. Отдаленно напоминает. Знаете, у меня просто свечка была недавно из вощины, или как это правильно назвать, из натурального пчелиного воска. И слушайте, запах вообще идентичный, я бы сказала. То есть однозначно он с натуральным воском будет вот этот. То есть не думаю, что он будет прям гипоаллергенный. То есть с этим надо будет аккуратнее. Тут получается 800 грамм вроде бы должно быть. Но попробуем тоже его. Он стоит 800 рублей. Сейчас, подождите, я уточню. Как бы воск, в принципе, недорогой. Так. Да, у него за килограмм 800 рублей цена. Вот. Но до Екатеринбурга, то есть тут вот килограмм, до Екатеринбурга доставка, опять же, будет достаточно дорогая. То есть либо там откуда-то с Перми или там с Челябинска заказывать доставка, да, вот я 8 килограмм получала посылку, доставка 466 рублей. Здесь на килограмм посылка из Сочи, я правда не знаю, сколько стоит доставка, но она стоит примерно же столько же за килограмм. То есть здесь мне, конечно, еще доставка, допустим, невыгодна. И стоимость того же воска у меня резко возрастет за счет дорогой доставки. Ну вот, в принципе, будем с вами пробовать тоже. Посмотрим, как он себя ведет. Прям интересно, потому что это вообще прям частное производство. То есть это не фирма, это вот прям девушка выпускает. Но на форуме хвалили, поэтому я на нее вышла и хочу попробовать. Буду с вами тоже делиться, как он себя поведет в работе. И сравним его с сахарной пастой. Я специально отрастила хорошую длину. Мы с вами проверим, как будет работать воск и как будет работать паста. И вы сами решите, что же лучше. И я, естественно, в процессе буду комментировать. Тестировать мы сегодня будем вот такой воск. Называется он MyVox. Делает его девушка. Сейчас вот покажу аккаунт в инстаграме. Depil Spa. Вот такой, видите, да? Он пришел у меня просто в белом пакете, в обычном безымянном. Я не стала уже брать с собой пакет. То есть у нее есть и масла всякие и тому подобное.
Вот такой мы сегодня с вами будем тестировать воск. Он полуполимерный. То есть он идет с натуральным воском в составе. Сейчас, секундочку, я скажу вам состав этого воска. Там чуть подвырежешь. Он пока у меня плавится. То есть тут идет колофониум. То есть, наверное, этот... Ну, короче, поняли. Глицерилразинат, безвокс и вот этот вот этиленсополимер, касторовое масло, микрокристаллический воск и глицерин. Вот знаете, я скажу вам по секрету, я немножко его уже попробовала, и он такой, я бы сказала, по текстуре как будто бы гелевый. То есть прям прикольный. Сейчас посмотрим, как на ногах. Так, давайте температуру мы с вами убавим. Ставим где-то там примерно градусов 40 температуры. Так вот он у нас плавился, вот такими кубиками идет. Вот такой цвет медовый. И по запаху он, знаете, такой тоже напоминает, как будто бы мед, как бы пчелиный воск, как будто тут тоже есть. Так что вот, сейчас расплавится. Вот видите, у меня какая длина волос, то есть она очень хорошая длина. Волосы длинные. И смотрите, вот я тут, видите, уже чуть-чуть сделала, так чисто испытать еще дома. Видно, что да, у меня на ногах есть гиперкератоз, то есть кожа у меня очень сухая. Я за ней не ухаживаю, мягко говоря. Надо, конечно, что-то делать. Видно, что да, кожа такая у меня сухая. Вот. Что я буду использовать? Вот у меня есть такое масло Nirvana. Я его покупала для Italvox. Так, вот я использую здесь это масло. То есть буквально пару капель выдавливаю на ногу. Там ногу-то не всю вроде видно. И размазываю. То есть этот воск, он работает по маслу. Изначально мы общались с девушкой, она вообще работает, по-моему, в технике по маслу только. Так что вот я решила, вообще попробовала, точнее, воск даже просто на кокосовое масло нанести, тоже идеально. Но смотрите, какой нюанс. У вас не должен быть прям жирной пленки на ноге, да, то есть не должен быть слой огромный масла. То есть все это хорошо, чтобы впиталось. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Горячий или не горячий. Смотрите, этот воск, он полуполимерный, я буду наносить в технике воска. То есть вот так у меня волосы растут, да. Ну, то есть видно, вот что вот в эту сторону. Буду наносить по росту в технике воска, да. И снимать против роста. Вот таким макаром. Так, поехали. Смотрим. Ну, уже, в принципе, подостыл. Смотрите тоже, как разносится хорошо. Вообще так, по чесноку я дома его испытывала. До этого же мы с вами юскис рассматривали. Юскис вообще рядом с этим воском не стоял. Хотя этот воск будет дешевле, чем юскис. Воск этот стоит за килограмм 800 рублей. А работает, извините, как какой-нибудь воск премиум класса, не знаю, косаря за 2, за 3. То есть, конечно, юскис прям конкретно уступает этому воску. Мне что нравится, у него такая, знаете, как гелевая текстура. Он такой вот прям вообще как гелевый такой, он так разносится, так вот мягко. Вот я не знаю, я даже бикини им пробовала делать, он мне очень сильно понравился. Хотя за эту рекламу мне не платили денег, мне просто выслали воск. Так что говорю, как есть. Ну вот нанесла, как могла, потому что все-таки на себе не сильно-то удобно. Видите, вот он как. И у него такой, он как вот медовый такой, вообще классно. Засыхает он, в принципе, достаточно быстро, да, пластифицируется. Посмотрю, ну вот тут еще в конце немножко там есть. Сейчас буду снимать. И обязательно делайте натяжку. Когда делаете натяжку, гораздо чище получается. Так, смотрим. Снимаем. Видите, как классно. Вообще идеалити просто вообще этот воск. Я, возможно, его вообще буду себе в работу брать. Так, из коленки. Смотрите.
Ну как? Это ж очень чисто. Давайте посмотрим. Смотрите, да? Корешки. Ну, у меня волос тут уже тоненький очень. Корешки. Где-то видно луковички. Вот вы понимаете, как воск этот работает? Это очень классно. Когда, знаете, я читала про этот воск, я почему вообще девушке написала, что хочу ваш воск попробовать. Прям такие восторженные отзывы про него были. Мне даже как-то сначала не верилось. Думаю, стоит килограмм 800 рублей, по-любому какая-нибудь хрень. А в итоге, знаете, реально воск-то оказался огненный. Так, давайте дальше наносим. По расходу пока непонятно, но здесь говорить о расходе, знаете, как бы особо можно не говорить. Почему? Потому что воск дешевый. Даже если вы его расходуете больше, чем дорогого воска, это все равно выйдет выгоднее. Но потому как он разносится, вы видите, да, расход тут минимальный будет. И он не рвется, ничего. Я вообще просто поражаюсь, какая сделана текстура у воска. Я такого еще не видела, если честно. Сейчас также намазываю. Вот я сейчас пока так намажу, да, по росту против роста сдеру, потом подчищу в технике шугаринга. Так, подожду, чуть подсохнет. Видите, вот тут прям тоненько намазала, где-то области, которые были совсем тонкие, прикрыла. То есть прям, знаете, я была поражена. То есть цена дешевая за такое качество воска. Очень мне понравился. Я им делала и бикини. Причем бикини я наносила в технике бабочки, или как это сказать правильно. То есть прям большими зонами. Губы там, лобок, ну все вместе. Убралось вообще все идеально. Смотрите. Вообще, у меня шок. И даже пласт вообще не рвется. Посмотрите, какой он тягучий, да? Смотрите. Юскис вот у меня не тянулся так. Юскис он был более такой твердый, то есть я его начинаю тянуть, сразу же облом. А здесь, посмотрите, прям очень, я в восторге, правда. Нисколько не преувеличиваю, по маслу работает идеально. Так, сейчас переверну ногу. Вот с той стороны, конечно, с внутренней делать крайне неудобно. Я сейчас вам тут покажу. То есть, в принципе, самой себе сделать ноги в домашних условиях, имея воскоплав, шпатель или воск, вообще без проблем. Масло вы можете использовать не обязательно там какое-то профессиональное для воска. Берете, я не знаю, кокосовое масло в фикс-прайсе за 99 рублей. Оно там косметическое. Я им вот делала. Вообще просто заходит отлично. Также все чистенько, ровненько идет. Видите, намазала. Сейчас подсохнет. И там вот чуть, да, хотя вообще чисто. Но я еще, говорю, в эту сторону дочищу. То есть по маслу в чем плюс, вот, да, можно работать тоже, нанося несколько раз. Даже несмотря на то, что у меня гиперкератоз. Натяжку. Просто стараемся чуть как бы вот кожу оттянуть. И срываем. Все. И причем, смотрите, никакой липкости после него, никаких особо ниток не тянется. Я, если честно, говорю, что я думала, что такая хрень, пришел в белом пакете каком-то безымянном, была вложена просто визитка, все. А в итоге вы посмотрите, какой воск-то оказался. Огонь. Прям реально огонь. Вот. Насколько чисто. То есть 3 аппликации у нас уже тут вся голень готова. Можно сказать. Вот сейчас еще вот это место вот так вот сделаем. Так, вроде у меня масло есть. И еще раз я повторюсь, масло вам нужно буквально там, я не знаю, 3 капли. И его хорошо размазать, чтобы оно впиталось, а не было жирным слоем на ноге, там, на руке или на бикини, где вы там будете делать. То есть этот воск для бикини тоже подойдет. Я говорю, стоимость 800 рублей за килограмм. Дешевле я ничего просто не видела.
работает. То есть, как видите, в принципе, на себе можно сделать, даже, мне кажется, в чем-то проще, чем шугарингом. Вообще, чем мне нравится больше воски, да, на данном этапе жизни, так сказать, тем, что его нанес, он застыл, и вы его сняли. А в шугаринге все-таки без применения какой-то определенной техники. Это я не пержу, это у меня кушетка тут так. Без применения определенной техники вы нифига эту пасту не снимете. Так, снимаем. Вытягиваем. Вот видите, это у меня не подсохло. Вот первая аппликация, да, где вот у меня чуть не подсохло, и у меня не с руки, и то как легко отлипло. Все. Вот один волосочек остался. И вот давайте сейчас, ну вот то, что видите, у меня красные точки, для моей кожи это нормально. Какие бы супер профессионалы мне не делали, у меня все равно эти красные точки остаются, и они потом проходят. И причем по болезненности, тут коленку чуть намажу, по болезненности, что я хочу сказать, что вот этим воском как-то даже, знаете, как будто бы не больно. Ну не то, что не больно, но болезненности меньше гораздо. Так, давайте тут ногу почищу. Хотя бы вот эту серединку. В технике шугаринга сейчас. Контрольный мазок. Нанесу. Тонко. Пробуем, да, вот так тонко нанести. И посмотреть, как у нас он снимется такой толщиной. Так. С коленки сейчас я тут сниму. Реально он какой-то даже не больной такой воск. То есть как-то так очень нежно работает, я бы сказала. Так, сейчас тут снимем. В принципе, я чуть ему опять же подсохнуть не дала, но видите, просто дочищаю в технике шугаринга. То есть нанесла против роста, снимаю по росту. Отлично. Что-то тут у нас он подобрал. Ну-ка, сейчас я рассмотрю. Да, вот видите, пару волосков собрал. Коротенькие какие-то собрал. Вообще, ну, у меня восторг. Мне очень нравится. Причем, смотрите, какую тонкую я нанесла. Вообще тонкий, да, зоны стресса прям есть. И все-таки он сработал отлично. Не порвался. Вот у нас, в принципе, вот эта нога готова. Сейчас еще в некоторых местах чуть подмажу. Заднюю часть не буду показывать, потому что заднюю часть крайне неудобно. Все это снимать, все дело. То есть там надо прям изгаляться. Так, намазываю. Сейчас подсохнет немножко, дам подольше подсохнуть. То есть прям по маслу идеально сработал. У меня были такие воски, которые, да, вот когда я узнала, что можно работать по маслу, я ими пробовала делать, они реально скатывались. Прям серьезно. С кинцем прям по маслу я не баловалась, не пробовала. Не знаю, как он будет работать, но я говорю, что были воски, которые не работали. А этот идеально работает. Вот, я думаю, достаточно. Все пока так оставим, ничем я присыпать не буду. И вторую ногу мы делаем пастой. Перчатки вообще сниму. Как всегда, я же бесперчаточница в шугаринге. Так, эту ногу мы сделаем шугарингом. Так, возьмем присыпку. Ты мне пасту там чуть поближе подашь еще. Вот я говорю, тут я уже просто воском попробовала. Присыплю. Разнесу. Ну, у меня ноги и так сухие, мне тут подсушивать, в принципе-то, и не надо ничего. Так. Вот, давайте откуда там начнем. Вот тут есть несколько волосков. Сюда начинаю наносить. А, да, кстати, хотела сказать, что хочу сделать группу в Телеграме шугаристов. Делиться разными лайфхаками, комментировать, ну, естественно, техники, да, что-то подсказывать там и так далее. В общем, такой клуб. Вступить в него можно будет абсолютно бесплатно. Ссылку я под видео оставлю.
Красная. Ссылка будет под видео. Так, смотрим. Также натяжку делаю. Снимаю. Паста тоже, смотрите, работает хорошо. Это, кстати, паста, которая моего производства, про которую вы постоянно часто спрашиваете. Паста очень крутая, пластичная. И, в принципе, тоже стоимость недорогая, и хватает ее надолго. Вот этой пасты, я сейчас скажу, год-два, мне кажется, она у меня вот партия стоит. И, посмотрите, прекрасно работает. Хотя, я говорю, реально пасте 2 года. И видите, эта плотность у меня мягкая. Я взяла, она прекрасно скользит. Хорошо заходит. Красное получится. То есть, смотрите, вообще. Кстати, пастой тоже вот не так больно. И тоже, посмотрите, как чисто. Мы сейчас по раздражению с вами еще сравним. Так, вот тут какие-то пару волосков. Потому что мы видим, паста убирает тоже чисто. И прям видно корешки волос. Сейчас я вам покажу потом поближе. Вот буквально пару волосочков тут есть. Чуть их дочищу. Вот смотрите, так на первый взгляд кажется, как будто после пасты раздражения меньше. Но мы сейчас подождем некоторое время. Так, наносим. Пасту не забывайте, да, кто работает по моей технике, потому что в последнее время чаще все читаю ваши комментарии, пишите отзывы, что в моей технике действительно получается работать лучше, чище, убирается все с первого раза и никаких вросших волос нет. Поэтому, кто работает в моей технике, не забывайте надавливать на пасту. Тут на коленке мне чуть просто неудобно снимать. Вот видите, вот тут хорошо видно черные корешки. В принципе, воск тоже эти черные корешки убирал хорошо. Так, дальше снимаем. То есть паста за 2 года вообще своих свойств не потеряла. Как бы видите, да, как будто кажется, то, что тут может быть еще по тальку, конечно. Тальк он белый, он немножко высветляет. Все равно зону. Смотрите, вообще как вот катится. Но у меня тут чуть бороздки получились. Сейчас пройдусь. Как вообще паста катится. Классно. Валика не оставила, девочки. Валик оставляем под пальцами. Ну, в принципе-то я уже знаю, что можно и так работать. Но для себя, кто новички, особенно валик, оставляйте в конце. Видите, да, у меня кожа сухая. Потому что паста все равно пилинг делает. Как ни крути. Так. Вот. Волосочек. Где-то вот вросшие волоски у меня были, потому что я на шугаринг там ходила к какой-то девочке. И видно, что у меня вросшие волосы где-то есть. То есть это не я себе делала. Так, давайте вот тут на коленке чуть-чуть подуберу, попробую. Вообще, если честно, да, то есть мне пастой нравится именно на ногах больше работать. Потому что после пасты как будто бы дольше не растет, как по мне. И, конечно, это дешевле. Все-таки, да, я взяла вот этот комочек, и я им, извините, могу 2 голени это точно сделать, как минимум. Если еще и не бедро. Тем более с моими волосами, которых уже там, ну, они слабые. Так. И пастой может быть удобнее работать, потому что воск, он жидкий. Вы его наносите, и он не должен у вас нигде растекаться, на пол упадет, и все. А паста, она у вас на пол не стечет, как вода. Чуть, конечно, вот неудобно. Так, секундочку, все. Чуть неудобно вот тут, конечно, когда уже всякую ногу загибаешь, приходится. Смотрите, тоже чисто. Вы можете, кстати говоря, вот мне стали тоже многие писать, а что если в 2 перчатках? В этой технике можно и работать в 2 перчатках. Но так как я уже много лет работаю без перчаток, точнее в одной перчатке, да, то есть на левой у меня перчатка, я сейчас не одела, потому что на себе делаю.
Вот, то есть я-то уже привыкла, что у меня паста, она без перчатки все-таки, да, рука, которая с пастой. Вот видите, в другую сторону. Чем вот хорош воск, вот видите, тут в другом направлении пошли волоски, и они уже не убираются, пока не нанесешь нормально. Мне тут не с руки, вот все. А воск все-таки там не так прям направление волоса важно, и он чище, конечно, уберет. Так, вот сравните, да? Есть разница. Видите, после воска больше все-таки раздражения, чем после пасты. Плюс, видите, тальк. Тальк все-таки он воспаление эти вытягивает из пор и, соответственно, меньше красноты. Даже на моей коже. У меня тут солнце прям в глаза мне светит. Так что, смотрите, решать вам. Эту ножку я закрою просто присыпкой. Можно сделать горячее полотенце, но у меня тут горячей воды нет в офисе моем невьянском. Так что, смотрите, воском быстрее, воском проще, но также чисто, как и паста. То есть по чистоте, я бы сказала, одинаково. Но то, что паста все-таки по тальку, то, что тальк у нас сокращает поры, здесь, видите, раздражение у нас получилось все-таки меньше. И тоже чистая пастой, но и дешевле тоже у вас будет, наверное, пастой все-таки. Хотя этот воск тоже недорогой. То есть, в принципе, по работе одинаково чисто получилось. Так, ну что, сегодня мы, я что-то руку не отмыла от пасты, провели эксперимент. Шугаринг против воска. Я думаю, все было видно. На самой себе, в принципе, можно сделать как шугаринг, так и воск. Чисто убирает у нас как паста, так и воск. Но все-таки раздражение меньше после шугаринга. И скажу честно, работать, конечно, воском проще в плане того, что материал застыл и вы его сняли. С пастой все-таки, да, вы видите, где-то валик надо ставить, промазать, поднадавить, снять по дуге там. То есть, конечно, есть свои нюансы в работе, и однозначно нужно уметь работать хорошо и знать технику, рабочую технику. Так, чтобы достать корешки и луковицы. А так, в принципе, корешки такие, видели, черненькие, да, я вам там тоже снимала, показывала у волоска, что воском, в принципе, я достала, что шугарингом я их достала. То есть, в принципе, по эффективности сработала и паста для шугаринга, и воск хорошо. Так что делайте свои выводы, ссылки на воск я оставлю, потому что воск действительно огненный, за килограмм 800 рублей, цена огонь. Я думаю, что можно попробовать, знаю, что девушка высылает пробники, делает она этот воск сама, это частное производство, то есть прямо аутентичное и не рассчитано прям на огромную аудиторию, так что мне понравилось качество, думаю, что понравится и вам, так что пробуйте. Ну а с вами была я, Юля Рябова, не забывайте про меня, подписываться на мой канал, и я вижу, что комментариев становится больше, просмотров становится больше, мне это очень приятно, и я... Кстати, да, еще про клуб шугаринга, да, пока я не забыла, я говорила в видео, но кто-то может крутить до конца. Еще под видео будет ссылка на телеграм-канал для клуба мастеров по депиляции. Неважно, шугаринг или воск, мы будем с вами там общаться, делиться какими-то лайфхаками, будем помогать друг другу, как искать клиентов обсудим, технику обсудим, в общем, любые рабочие вопросы. Все это будет совершенно бесплатно, потому что я хочу нести для вас пользу. Я считаю, что моя техника, она рабочая как по шугарингу, так и по воску, так что мне есть чем с вами поделиться. Обязательно вступайте в группу, обсудим. Ну и еще одна новость. Видео теперь будут выходить 2 раза в неделю, потому что идей много, и все-таки раз в неделю это мало. Так что ждите новых видосов. Спасибо, что вы со мной. Всех целую и обнимаю. Я вас очень люблю. Всем пока. Гори, рябова до ума. Гладкий мир без волос на YouTube просторе. Освободись от волос, скинь уже лохмоть.